разрабатывает новое обновление, способное убить каналы многих блогеров, а Hardplay объявляет конец войны с монтажером Владом. Всем привет! Вы на канале Ютубер, меня зовут Таня, и сегодня новый... Как ее зовут? Таня? Маня? Как зовут? Подождите. Подожди, как зовут? Сука. Конец войны с монтажером Владом. Зарыт тапок войны. Как зовут ее? Аля, Галя, Маня, Таня, Саня. Как зовут? Где? Чинить, чат завис. Галя вот один написал. Вася, Галя, Таня, Саня, Аня. Ёпта. Непонятно. Так. Новости будут про блогеров. Да, мы всегда о них говорим, но сегодня мне захотелось как-то это особенно подчеркнуть, потому что все очень серьезно. В этом выпуске расскажем, почему и как федеральные СМИ затравили Юрия Дудя, а российские соцсети в очередной раз накинулись на рэпера Фейса. Покажем, как YouTube убивает статистику каналов и осветим последнее обновление, которое этому поспособствует. А заодно поставим сейчас обновление подъедет. В тапковом противостоянии. Но перед тем, как все это обсуждать, я еще раз попрошу вас проверить подписку на канал и включенный колокольчик. Вы тоже проверьте. Сука, YouTube от всех отписывает. Еще раз вам говорю. Лайк поставили, подписка, и вот так колокольчик звонить должен. А то ни хрена ни оповещения, ничего не приходит. И заодно поставить лайк. В этом году YouTube особо щедр на скрутку лайков, поэтому нам очень важна ваша поддержка. Нойз со своим новым клипом подтвердит это как никогда. Убедились, что все на месте? А теперь переходим к главным новостям. Для начала поговорим о травле. За последние годы мы как-то привыкли ассоциировать травлю на Ютубе и в соцсетях с... Я устала это терпеть, и я больше так не могу. Примерно этим. Казалось бы, это может затронуть только девочек, подростков и заканчиваться рекламными взаимными диссами. Ты не крутай тут я. Но сейчас происходит нечто действительно серьезное. Десятки изданий, СМИ, политических блогеров, телеведущих и пропагандистов начали массовую травлю Юрия Дудя. С каждым днем в новостной ленте появляется все больше оскорблений и теорий заговора, направленных в его сторону. Что вообще происходит, кто все эти люди и почему именно сейчас? Давайте попытаемся разобраться. Основных причин 3. О 2 мы уже подробно рассказывали. Кто в итоге выиграл в тапковом батле? Ты когда-нибудь вообще во мне сомневался, нет? Ну как кто выиграл? Тут как бы дураку понятно, кто выиграл. У него не было выхода. А о 3 поговорим сегодня. Но для начала я ночью ему звонил, в телефон дышал. В августе этого года Дудь стал на сторону оппозиции, призывая своих подписчиков не молчать. Он лично присоединился к протестам против действующей власти и ходил на митинги. И сейчас будет не менее важное во-вторых. Во-вторых, всего за 4 месяца блогер потряс медиасферу дважды, выпустив огромные документальные фильмы про историю Колымы и трагедию в Беслане. Оба стали сенсацией, набрав суммарно 30 миллионов просмотров. 2 часа материала в первом случае и 3 во втором. Эти расследования стали настолько обсуждаемыми, что перекрыли эффект от других проектов Дудя, в частности от главных интервью. Хотя нет, в промежутке у нас были Крид и Давидыч. Какое плодотворное у Юры выдалось лето. В общем, нетрудно понять, что уже 47 тысяч лайков. Вы почти 50 тысяч лайков набрали. Но для начала 50 тысяч лайков будет крутой. Нужно было, чтобы сошлись все звезды. И да, 11 сентября блогер получил престижную награду «Человек года» от журнала GQ. Номинацию он взял за свою деятельность на YouTube, а на церемонии вручения произнес важную речь, которая позже стала причиной скандала. У меня есть просьба. Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут выкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать. Это был не единственный тезис, но иначе нам пришлось бы вставлять речь Юры целиком. Сильно. Важных моментов там было очень много. Все в совокупности и дало следующий эффект. Почти неделю журналисты сильно. Только за последние дни Дудя назвали московским тусовщиком, дегенератом, дном журналистики, бездарным, банальным, беспомощным, а еще лощеной нечистью. Последнее высказал пропагандист Владимир Соловьев. На Первом канале ему тоже уделили эфирное время, правда не называя имен. Вот, так вот есть, тем не менее, находятся такие люди, которые пишут какие-то расследования, которые снимают какие-то фильмы. Еще свое отрицательное мнение высказал Владимир Познер и, как добавочка, представитель администрации президента Владимир Песков. Я с трудом разобралась в этих словах, но если перевести их на человеческий, то Песков говорит: мнение Дудя – это мнение Дудя. Остальные в стране так не думают. Есть одна сумасшедшая теория, которая немного объясняет происходящее безумие. Разные эксперты из...
Как же хорошо, что я не смотрю этот блядский телевизор. Мне вообще не интересна ни какая-то политика. Вообще вот эта вот грязь, вот это все, что творится, вот просто вот максимально неинтересно. Просто максимально. Как Источники начнется, ребят, утверждают, что скажите? Юрий Дудь вот-вот пойдет в политику и станет главным оппозиционером в стране. Этим он якобы повторит путь Владимира Зеленского. Сразу хочется представить, что обо всем этом думает сам Зеленский. Ситуация абсурдная, но пока ничем, кроме лайков, дизлайков и комментариев, мы помочь не можем. Ардлегион, Дудь да. хранит Только немножко молчание и о по-другому, своих бро. планах никому не сообщает. Ни на одно из высказываний он не ответил, про политику тем более. А Лайчик, вот вы спасибо. можете, как минимум проголосовав в нашем опросе. Узнаем, сколько человек хочет видеть Юру в роли политика, а сколько резко Начался против. турнир? Но если что, предвыборную Не начался, программу с говорить. вопросами еще год назад слил сатир. Сколько ты зарабатываешь, сколько ты дрочишь. К концу надо немного разбавить негатив, на этот раз другим негативом, старым добрым хейтом. На той же премии GQ награду «Музыкант года» забрал рэпер Фейс и за свою политическую позицию, и за недавний хит «Юморист». Народ все равно всех победит. И все бы ничего, но для сравнения, в прошлом году аналогичную спонсор. номинацию взял Спасибо. поп-певец Макс Барских, а в 2017-м всем понятный и традиционный Баста. Оба они вполне форматные Макс и телевизионные Кто исполнители. это такой? Фейс же совсем другая история. Можете представить, насколько соцсети сейчас разгневаны. Хотя, чего представлять? Держите. А еще, кстати, Фейс обогнал Little Big. Перебить эффект от скибиди — это сильно. Ну а теперь о действительно годном контенте. Уже месяц мы с интересом следим за каналом Джонни Бабловский. Не спешите скипать. За каким вы там каналом? Какой Джонни Бабловский? Вы должны с интересом следить только за одним каналом. За самым крутым и красивым. Очередную рекламу, потому что эта информация правда будет полезной. Дело в том, что Джонни занимается важным делом, помогает подписчикам осуществлять мечты. Если вы давно хотели перестать работать на дядю, но столкнулись с проблемой, идей море, а денег нет, этот канал для вас. Джонни Бабловский не просто расскажет о вашем бизнес-проекте на YouTube, но и поможет собрать деньги на его реализацию. Ну а если вы еще не Джонни! Они на деревьях! Брат, помоги, пожалуйста. Помоги. определились, Нужно какое бабло. дело хотите Я даже открыть, скипать не буду. подписывайтесь на Джонни, чтобы получить убойную дозу мотивации. Да, кстати, на канале можно и немного подзаработать. В рубрике «Мани под ногами» Джонни Бабловский прячет капсулы с деньгами в разных городах России. Так что Алло? Это ФСБ? Ага. Это я, аноним. Аноним. Мгм. Тут у нас на Ютубе завелся мальчик. Капсулы разбрасывает. Мгм. Да. Вы выезжаете. Вы летаете уже, да? Ну ладно. Всего доброго. Все хорошо. Блядь. найти их может любой из вас. Джонни поддерживает молодых предпринимателей, а мы хотим... Джонни! Хоть бы раз дядя Леша задонатил! Что вы за люди за такие? Хоть бы 100 рублей бы кинул, сказал, я Джонни! А сейчас переходим к новости, которую ждала добрая половина наших подписчиков. Рады объявить, что противостояние нашего монтажера и хардплея официально завершено. 4 выпуска Соглы. ютубера, 2 недели в осаде, 42 тысячи дизов, почти 21 тысяча комментариев и, как итог, Все, моя душа довольна, я теперь лайк сюда могу поставить. Влад Все нормально, нет у вас? Как у вас? Ну, в общих чертах. Нормально все? 42 тысячи дизов. Здравствуйте. Мгм. вернул дяде Лёше тапки. И не одни. Но осталось Согласен. невыполненное обещание. Если вы меня не позовете... Уже готовим сценарий совместного выпуска. А чтобы все получилось красиво, засылаем в Зеленоград посылку с эксклюзивным подгоном от ютубера. Лёш, ты точно оценишь. Но я уже оценила все твои отзывы на наш контент. Спасибо, что Не смотришь. понял точно я. оценишь. Но я уже оценила все твои отзывы на Ай, наш молодцы. контент. Спасибо, что смотришь ютубер и всегда оставляешь ну обратную давай, связь. ладно. Мы, между прочим, тоже заходим на стримы хардплея, даже подписку оформили. А теперь к грустным новостям. Во время трансляции дяди Лёши мы неожиданно выяснили одну неприятную подробность. Видео, которое я смотрел, показывает непросмотренное. Где-то часть просмотрена. Где лайки?
Алло, YouTube. Лидеров. Смотри, все лайки поснимали. Передаем привет Ютубу и в очередной раз задаемся аналогичным вопросом. Как вообще это в принципе работает? Судя по всему, лайки и просмотры слетают именно со старых роликов, и эта проблема коснулась не только нашего канала. Пишите в комментариях, замечали ли вы у себя такие странности, Да это или по КД, только блин, нам я- везет. Все еще не Да это ясно, всем с чем везет. связаны эти загадочные исчезновения, сбой алгоритмов после обновления или... Говной воняют алгоритмы. Заметьте, это не я предположила. Так что в очередной раз просим вас какая? проверить подписку. Слышь ты! Ты чё? У меня и так тут просмотры, счетчики останавливаются. Мне уже партнерка пишет уже с Ванкувера, говорит, слышь, алло, у тебя там миллион уже лайков, 100 тысяч лайков на видосе, а эти просмотры стоят на вчерашнем этим турнире. Как встали просмотры и все, а лайки растут, комментарии растут. Я говорю, что за мистика, блядь? Ты давай меня не это тут... О, Джонни донатит, молодец. Я Джонни, молодец. Вот, достойно. Спасибо, ребят, спасибо за донат. Вот это достойно. На канал, колокольчик уведомлений и не жалеть лайков, чтобы поддержать Соглы. нашу работу. Как бы ни старался YouTube испортить статистику канала, мы верим, что именно вы можете изменить ситуацию. А ведь в ближайшее время поддержка может понадобиться не только нам. Свежие обновления правил YouTube могут доставить проблем не только блогерам, но и их зрителям. В скором времени YouTube начнет тестировать нововведения, касающиеся... Так, тормози, мать. Сейчас дядя Леша прочитает. Предстоящие изменения, касающиеся контента для детей на сайте YouTube. Так, давай выключай, поп, мою спать. Вскоре на YouTube будет изменен процесс сбора и обработки данных, касающихся детского контента. Эти изменения вводятся в ответ на опасения Федеральной торговой комиссии, связанных с соблюдением нами закона о защите личных сведений детей в интернете. Нам ваши интернеты? Угу. Что изменится в ближайшие месяцы? Я прям сейчас, блядь, чувствую, что сейчас скоро вообще все в таком говне будет в ближайшие месяцы плавать. Молодцы, ребята. Федеральная торговая комиссия, молодцы. Заранее вам просто респект, пацаны. Авторам необходимо будет указывать, предназначен ли контент для детей. Я буду везде указывать, что у меня только для детей. Мы также будем использовать машинное обучение, чтобы находить ролики, явно предназначенные для этой целевой аудитории. Ох, блядь. Короче, чекайте. Это минус монетизация, минус вообще... Это все. Это минус каналы, минус сейчас... Пока, короче, хайвай пуч кто-нибудь не поднимет, это будет все. Это будет похороны. Популярные детские шоу и контент с участием анимационных персонажей, видео о детях или детскими персонажами, представления и рассказы, герои которых детские игрушки. Чего, блядь? Представления и рассказы, герои которых детские игрушки. Ну это как... я забыл в какой стране. Ра! Та-та-та-та-та-та-та! Си! Та-та-та-та-та-та-та! Бан, блядь. Я не удивлен. Давайте, говорит, вкрутим так болты, чтобы вообще, чтобы все охерели, чтобы просто вот с такими вот глазами вот такими вот сидеть и вот ничего не понимать, вот такими вот. Сидят вот так вот и смотрят, блядь. Сука. Видео, в которых дети играют главные роли и участвуют в различных играх, например, сюжетно-ролевых. В каких ролевых? Известные детские песни, рассказы, стихотворения. Вы будете должны самостоятельно оценивать свои видео, отмечать те из них, что предназначены для детей. В отношении авторов, намеренно устанавливающих неверную категорию, на платформе YouTube могут быть приняты меры. Чек и плюс страйки, плюс минус жизнь, минус все, блядь. Все. Детского Проверяй. контента, и они куда более жесткие. Отныне Так вот. блогеры должны Вот будут так сами рукой выбирать, махнуть. ориентирован их ролик на юную аудиторию или нет. Нарушители могут ждать серьезные последствия. Казалось бы, куда проще. Мистер Макс и мисс Кэти для детей, а Кузьма и Юлик нет. Вопрос решен. Но, как всегда, дело в расплывчатых формулировках. Проблема в том, что Я под детский акула, контент формально туруруру. подходит любой ролик, в котором есть мультяшная анимация или игрушки. Например, Сындук, который периодически громит творение студии Мельница. Несколько фаз вселенной богатырей. Ну или Бэдкомедиан, если что, на мультике тоже снимает свои обзоры. Потому что настоящие чудеса может делать только Бог.
И если вы думаете, что YouTube будет следить за алгоритмами Помянем. самого популярного мирового сайта с миллиардными оборотами и не допустит глупых ошибок, то я предлагаю почитать другие мнения. Например, в комментариях у Макса Тарасенко. Ага, их там до сих пор нет, потому что по версии алгоритмов Брайан не выглядит совершеннолетним. Отдельную тревогу забила Наташа Берсик. Ее канал посвящен кукольной тематике и вполне может подойти под категорию детского контента, хоть и нацелен на совершеннолетнюю платежеспособную аудиторию. То есть из-за наличия в кадре кукол, иногда это игровые куклы, которые тоже могут стать предметом коллекционирования, машина может отнести мой канал к детскому. И если вы вдруг случайно решили, что YouTube Какая машина-то? просто заботится о детях, то вообще нет. Их пару недель назад оштрафовали на $170 миллионов за незаконный сбор личных данных несовершеннолетних. Поэтому весь детский контент, скорее всего, переедет на отдельный подсайт, а мы будем разгребать последствия в сколько ближайшие оштрафовали? годы. После этого я должна сказать, закончим на позитивной ноте, чтобы вообще не так траурно. Закончим на позитивной ноте. Кстати, отсылка к музыке была уместна. Отныне YouTube не Какая будет она пускать на счастливая вкладку сегодня. трендов музыкальные видео с накрученными платными просмотрами. В лидеры смогут попасть только те клипы, которые органично становились популярными благодаря реальным людям. Как вы думаете, кто из российских музыкантов больше всех любил покупать просмотры сайтов, чтобы висеть на первых строчках? Как видите, не все обновления к худшему. Как обычно, хочу подвести итоги конкурса. Вы, то есть, хотите сказать, что теперь накрутов не будет в трендах? Блять, у меня аж чёс вечерний пошел от вас. Вы сейчас серьезно? конкурса. И это было бы гораздо проще, если бы комментарии не захватили подписчики хардплея, празднующие возвращение тапок. Ну и поэты, которые пытаются переосмыслить тексты Тимати. Мы уже осознали свою ошибку. Итак, Ой. в этот раз наш монтажер спрятал в выпуске 3 логотипа ютубера. Первый был на правой ленте Тимура Сидельникова, тайм-код 5.43. Второй на белой лампе позади Пьюди, 7.12. И последнее лого на фотографии Пимпа, тайм-код 9.16. Лично мне последнюю пасхалку было труднее всего найти, но именно ее обнаружили наши подписчики. А вот 2 других не Ой. смогли. Так что сегодня опять без победителя. На этом наш выпуск подходит к концу. С вами была Таня и проект Ютубер. Увидимся в Аня. следующем видео. Всем пока. Маня, Кланя. Так, вот эти вот Тани ваши, вот эти вот Мани. Молодцы, ютубер. Так, давайте там готовьте выпуск. И я к вам, красивый. Ну, ты меня знаешь, волосы назад. Ой, вот на этой вот своей вот этой вот гранте спорт на белый приеду. Ой, мы с вами как зачитаем, как рыпанемся, да. Да. Так что нормально. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.